Добрый день. Сегодня мы поговорим о вещи настолько привычной, что вы, вероятно, никогда не задумывались о ней всерьез. О слове «интересно». Давайте проведем небольшой эксперимент. Вспомните последнюю игру, которая вас зацепила, или последнюю настольную сессию, после которой вы еще долго обсуждали произошедшее. Скорее всего, если бы вас спросили, почему вам понравилось, вы бы сказали, было интересно. А теперь попробуйте объяснить, что именно вы имели в виду. Что такое это интересно? Откуда оно берется? Почему одна игра вызывает это ощущение, а другая нет, хотя обе сделаны качественно? Большинство людей в этот момент начинают говорить что-то вроде был хороший сюжет или геймплей затягивал, но это не ответ на вопрос, это описание того, что было в игре, а не того, что происходило в вашей голове. Проблема в том, что мы используем слово «интерес» как самоочевидное, как будто это что-то элементарное, не требующее объяснения, но за этим простым словом скрывается один из самых недооцененных феноменов человеческой психики. В отличие от страха, радости или гнева, интерес долгое время вообще не считался настоящей эмоцией. Его игнорировали, считали чем-то вторичным, побочным эффектом других процессов. И это была большая ошибка, как и для психологии, так и для всех, кто пытается создавать что-то, что должно захватывать внимание людей. Сегодня мы разберем 3 ключевых вопроса. Первый – что такое интерес с точки зрения психологии эмоций? Не бытовое понимание, а научное. Второй – зачем он вообще появился в ходе эволюции, какую задачу решает? И третий – какие конкретные механизмы его запускают? Те самые механизмы, которые вы, возможно, уже используете в своей работе и хобби интуитивно, но теперь сможете применять осознанно. Начнем с фундамента. В 60-х годах американский психолог Сильван Томпкинс предложил теорию, которая изменила понимание эмоций. Он выделил 9 врожденных эффективных программ, базовых эмоциональных реакций, с которыми мы рождаемся. Не учимся им, не перенимаем от родителей. Они встроены в нас биологически. И одной из 9 этих программ был интерес. Томпкинс назвал его «интерес возбуждения» – «interest excitement». Обратите внимание на эту связку. Интерес – это не пассивное состояние созерцания, это активное возбуждение, направленное на объект. Как мы знаем, что это врожденная программа? Очень просто, ее можно наблюдать у младенцев с первых дней жизни. Новорожденный, которому показывают новый объект, демонстрирует характерную реакцию. Глаза расширяются, взгляд фиксируется, частота сердечных сокращений слегка снижается. Это признак концентрации внимания. Младенец еще не знает ни языка, ни культуры, ни социальных норм, но он уже умеет испытывать интерес. Почему это важно для вас? Потому что это означает, интерес не культурный конструкт, не результат воспитания, не привычка, которую можно сформировать или искоренить. Это биологическая программа, такая же фундаментальная, как страх или отвращение. Когда вы проектируете игру или готовите сессию, вы работаете не с абстрактными предпочтениями аудитории. Вы работаете с нейробиологическим механизмом, который одинаков у всех людей. Культура влияет на то, какие объекты вызывают интерес, но сам механизм универсален. Томпкинс также заметил кое-что важное. Интерес – это не отсутствие скуки. Это распространенное заблуждение. Скука и интерес – не 2 конца одной шкалы. Интерес – это активное эмоциональное состояние со своей собственной нейробиологией и феноменологией. Можно не скучать и при этом не испытывать интереса. Нейтральное состояние – это не интерес. Интерес – это именно что возбуждение. Идеи Томпкинса развил его ученик Кэрол Изард, создавший дифференциальную теорию эмоций. Изард провел масштабные кросс-культурные исследования и показал, что интерес имеет универсальное мимическое выражение. Независимо от того, где человек родился, в Нью-Йорке, Токио или деревне в Папуа-Новой Гвинее, когда он испытывает интерес, его лицо выглядит одинаково. Как выглядит интерес? Слегка приподнятые брови, но не так сильно, как при удивлении, слегка приоткрытый рот,
легкий наклон головы вперед к объекту интереса, взгляд фиксирован и сфокусирован. Если вы когда-нибудь наблюдали за человеком, который увлеченно читает книгу или изучает что-то на экране, вы видели именно это выражение. Изер также четко разграничил интерес и смежные состояния. Интерес не то же самое, что любопытство, хотя эти слова часто используют как синонимы. Интерес не то же самое, что удивление. И интерес не то же самое, что удовольствие. Это отдельная, самостоятельная эмоция. Давайте разберем различия между удивлением и интересом подробнее, потому что их путают постоянно, и это приводит к ошибкам в дизайне. Удивление – это короткая, резкая реакция на неожиданность, длится буквально секунду. Это эволюционный механизм прерывания текущей деятельности. Что-то произошло не так, как ожидалось, нужно срочно переключить внимание и оценить ситуацию. Удивление нейтрально по знаку, оно неприятное и не неприятное само по себе. Это просто сигнал «стоп», что-то изменилось. Интерес – это устойчивое состояние вовлеченности. Он длится минуты, часы, иногда дни. Это не реакция на событие, а отношение к объекту. Интерес всегда положительно окрашен. Мы стремимся к объекту интереса, хотим узнать о нем больше, хотим с ним взаимодействовать. Удивление может запустить интерес, но не заменяет его. Это как спичка и костер. Спичка может разжечь костер, но сама по себе она горит 3 секунды и гаснет. Если после вспышки удивления не возникает интерес, внимание тут же переключается на что-то другое. Вот конкретный пример из практики. Твист в сюжете вызывает удивление. Игрок не ожидал, что союзник окажется предателем. Бам! Удивление. Но само по себе удивление ничего не дает, значение имеет то, что происходит в следующие секунды. Если после твиста игрок думает «хочу понять, как это произошло», «хочу узнать, что будет дальше», «хочу разобраться в мотивах персонажа», вот это уже интерес. А если игрок думает «ну ладно, предатель так предатель» и идет дальше без особых эмоций, удивление было, а интереса не возникло. Путать эти два состояния – типичная ошибка дизайна. Дизайнер думает, я сделаю неожиданный поворот, и игрок будет заинтересован. Нет. Игрок будет удивлен. Заинтересован он будет только если твист создаст вопросы, на которые захочется найти ответы. Если твист просто ломает ожидания, но не создает новых вопросов, это пустое удивление, которое ничего не дает. Теперь давайте посмотрим на интерес с другой стороны, с эволюционной. Зачем вообще природа встроила в нас эту программу? Какую задачу выживания она решает? Начнем с наблюдения, которое сделали приматологи, в первую очередь Джейн Гудал, изучавшая шимпанзе, и Франц де Вааль, работавший с различными видами обезьян. Они заметили, что высшие приматы демонстрируют исследовательское поведение, которое невозможно объяснить простыми потребностями. Шимпанзе подбирают незнакомый предмет и начинают его изучать. Крутит в руках, нюхает, пробует на вкус, разбирает. При этом предмет несъедобен, не опасен, не связан с размножением или статусом в группе. Никакой очевидной пользы от этого изучения нет. Обезьяна делает это просто потому, что ей интересно. Это ключевое наблюдение. Исследовательское поведение у высших приматов автономно. Оно не привязано к конкретной потребности. Животные исследуют мир ради самого процесса исследования. Почему это эволюционно выгодно? Здесь нам поможет концепция когнитивной ниши, которую разработали эволюционные психологи Джон Туби, Леда Космидес и Стивен Пинкер. Идея в следующем. Каждый вид занимает определенную экологическую нишу, способ добывания ресурсов, к которому он приспособлен. Львы – хищники саванны. Коалы – специалисты по эвкалиптам. Дятлы – эксперты по добыче насекомых из-под коры. Человек занял особую нишу – когнитивную. Мы выживаем не за счет острых когтей, быстрых ног или способности переваривать яд. Мы выживаем за счет знаний. За счет понимания того, как устроен мир, и способности использовать это понимание для решения проблем. Но знание нужно откуда-то брать. И вот тут возникает интересный парадокс.
полезность знания часто невозможно оценить заранее. Когда древний человек изучал свойства какого-то растения, он не знал, пригодится ему это или нет. Может, растение окажется лекарством, может, ядом для стрел, может, вообще бесполезным. Но если не изучить, не узнаешь. Это и есть парадокс отложенной выгоды. Интерес – эмоциональная система, которая награждает нас за приобретение информации до того, как польза от этой информации становится очевидной. Подумайте об этом. Ребенок, который часами наблюдает за муравьями, не знает, зачем он это делает. Он не строит планы использования этих знаний, он просто заинтересован. Но именно такое бесцельное накопление информации создало человеческую цивилизацию. Кто-то когда-то просто из интереса изучал звезды, и через тысячи лет это превратилось в астрономию и навигацию. Кто-то из интереса экспериментировал с огнем, и это стало металлургией. Интерес работает как система заготовки впрок. Он заставляет нас собирать информацию, которая может никогда не пригодиться, но если пригодится, у нас она уже будет. Без этой системы невозможна кумулятивная культура, накопление знаний из поколения в поколение. Мы бы остались животными, которые решают только сиюминутные задачи. А теперь, почему это важно для понимания дизайна. Игры эксплуатируют систему интереса в ее чистом виде. Задумайтесь, информация, которую вы получаете в игре, почти никогда не имеет реальной утилитарной ценности. Знание о том, что в подземелье на 3-м уровне есть секретная комната, не поможет вам в реальной жизни. Понимание механики какого-то босса не сделает вас богаче или здоровее, но интерес все равно срабатывает. Почему? Потому что эволюционный механизм не различает полезную и бесполезную информацию. Он просто вознаграждает за приобретение новой информации, которая потенциально может быть ценной. А потенциально очень размытый критерий. Фактически любая структурированная информация запускает систему интереса. Игры создают искусственные системы, достаточно сложные, чтобы в них было что изучать. И наш мозг реагирует на это точно так же, как реагировал мозг наших предков на изучение новой территории или свойств незнакомого растения. Для системы интереса нет разницы между реальным миром и виртуальным. Переходим к самой практической части. Мы поняли, что интерес – это врожденная эмоция с эволюционной функцией. Теперь вопрос, что конкретно его запускает. Какие характеристики стимула вызывают интерес? Самое фундаментальное исследование этого вопроса провел канадский психолог Дэниел Берлайн в 60-70-х годах. Он выделил группу свойств, которые назвал коллативными переменными. Коллативные, потому что они требуют сравнения, сопоставления нового стимула с уже известными. Таких переменных 4. Первая – новизна. Стимул вызывает интерес, если он отличается от того, что воспринималось раньше. Абсолютно новый объект, незнакомая ситуация, неожиданный поворот. Вторая – сложность. Стимул вызывает интерес, если он содержит много элементов или много связей между элементами. Простое – неинтересно, сложное – потенциально интересно. Третье – неопределенность. Стимул вызывает интерес, если он допускает несколько интерпретаций. Когда непонятно, что это такое и как это понимать, это интригует. Четвертое – конфликт. Стимул вызывает интерес, если он содержит противоречия, либо противоречия с ожиданиями, либо внутренние противоречия между своими частями. Давайте разберем каждую переменную на примерах. Новизна. Первый раз, когда вы видите механику портальной пушки в одноименной игре, это новизна в чистом виде. Никогда раньше вы такого не делали. Внимание захвачено мгновенно. Но вот важный момент – новизна быстро истощается. На 100-й раз создание портала – рутина. Поэтому хороший дизайн постоянно вводит новые элементы, не позволяя новизне полностью иссякнуть. Сложность. Система магии в какой-нибудь сложной настольной ролевой игре. Десятки школ, сотни заклинаний, взаимодействие между ними. Это вызывает интерес у определенной аудитории именно потому, что там есть что изучать. Простая система «кинь кубик, нанеси урон» такого интереса не вызывает.
Неопределенность. Туманный намек на происходящее. Персонаж, чьи мотивы непонятны. Ситуация, которую можно трактовать по-разному. Неопределенность создает пространство для работы воображения и анализа. Конфликт. Персонаж, который творит зло из благих побуждений. Механика, которая работает не так, как ожидалось. Информация, противоречащая тому, что игрок уже знает. Любое противоречие требует разрешения, и это создает интерес. Теперь критически важный момент. Зависимость интереса от этих переменных нелинейная. Это не «чем больше, тем лучше». Зависимость имеет форму перевернутой буквы «Ю». Ее называют кривой Вундта-Берлайна. Что это значит? Слишком мало новизны, сложности или неопределенности – скучно. Внимание не захватывается, потому что система интереса не видит здесь ничего, что стоило бы изучать. Все уже известно, понятно и предсказуемо. Слишком много, и возникает противоположная проблема – тревога, замешательство, когнитивная перегрузка. Система интереса как бы говорит: это слишком, я не могу это обработать, нужно отступить. Хаос неинтересен, хаос пугает. Интерес максимален в золотой зоне, где новизны, сложности и неопределенности достаточно, чтобы было что изучать, но не настолько много, чтобы процесс изучения казался невозможным. И вот ключевой вывод для практики: золотая зона у разных людей находится в разных местах. Эксперт и новичок имеют разные пороги. То, что для эксперта приятная сложность, для новичка – непроходимый хаос. То, что для новичка увлекательное исследование, для эксперта – скука. В геймдизайне это проявляется как принцип постепенного усложнения. Почему работает классическая структура, где первые уровни простые, а сложность нарастает? Потому что она ведет игрока вдоль оптимальной зоны. По мере того, как игрок осваивает механики и повышает свой порог сложности, игра подбрасывает ему более сложные задачи. Он все время остается в золотой зоне. В настольных ролевых играх это работает немного иначе. Там нет автоматического масштабирования сложности, поэтому ведущий должен делать это вручную. Хороший ведущий постоянно считывает состояние игроков. Не слишком ли им легко, не слишком ли сложно, и корректирует происходящее на лету. Есть и другой аспект – баланс между знакомыми тропами и неожиданными поворотами. Если все в игре или сессии абсолютно предсказуемо, это утомляет. Если все полностью предсказуемо, это скучно. Оптимум где-то посередине. Достаточно знакомая структура, чтобы игрок мог ориентироваться, но с достаточным количеством сюрпризов, чтобы поддерживать новизну. Классический пример – данжен-кроллы. Структура подземелья знакома – комнаты, коридоры, монстры, сокровища, но содержимое каждой комнаты – сюрприз. Знакомая форма, новое содержание. Это и есть баланс по Берлайну. Вторую важную модель предложил экономист и психолог Джордж Левенштейн в 1994 году. Его теория информационного пробела объясняет специфическую форму интереса – любопытство. Ключевая идея простая, но глубокая. Мы испытываем любопытство, когда осознаем разрыв между тем, что знаем, и тем, что хотим или можем знать. Этот разрыв, информационный пробел, ощущается как своего рода психологический дискомфорт, который мы стремимся устранить, получив недостающую информацию. Но, и это критически важно, пробел должен быть ощутимым. Мы не испытываем любопытство к информации, о существовании которой даже не подозреваем. Нельзя хотеть узнать то, про что не знаешь, что оно вообще существует. Это кажется очевидным, но последствия для дизайна неочевидные и далеко идущие. Из теории Левенштейна вытекают 3 практических принципа создания интереса. Первый. Чтобы создать интерес, нужно сначала показать, что информация существует. Игрок должен знать, что есть что-то, чего он не знает. Тайна, которая никак не проявляется, не тайна, а просто отсутствующий контент. Если в вашей игре есть секрет, но нет никаких намеков на его существование, игрок не будет его искать, потому что не будет знать, что искать. Второй. Нужно показать, что информация достижима. Пробел должен казаться преодолимым.
Если игрок чувствует, что разгадать тайну невозможно, он не будет пытаться. Зачем тратить усилия на заведомо безнадежное дело? Должны быть подсказки, намеки, ощущение прогресса. Третий. Нельзя давать информацию сразу. Если пробел закрывается мгновенно, любопытство не успевает развиться. Интерес живет именно в промежутке между «я знаю, что это существует» и «я узнал, что это такое». Слишком быстрое закрытие пробела убивает интерес так же верно, как и полное его отсутствие. Разберем классический пример – закрытая дверь в игре. Закрытая дверь сама по себе неинтересна, это просто текстура на стене. Интерес возникает, когда выполняются условия Левенштейна. Первое условие – игрок должен знать, что двери можно открывать. Если это первая дверь в игре, и игрок еще не усвоил, что двери интерактивные, интереса не будет, будет просто часть декораций. Второе условие – должны быть намеки на то, что за дверью что-то есть. Звуки с другой стороны, свет, пробивающийся из-под двери, упоминание этой комнаты в записке, что угодно, что сигнализирует, там есть информация, которую стоит получить. Третье условие – должно быть понятно, как дверь открыть, или хотя бы должна быть надежда это выяснить. Если дверь просто заперта навечно, без возможности открытия, это не интригующая тайна, это фрустрирующий тупик. Когда все три условия соблюдены, простая закрытая дверь становится источником сильнейшего интереса. Игрок хочет знать, что там. Это желание будет двигать его вперед. Третью модель, самую современную и, на мой взгляд, самую полезную, разработал американский психолог Пол Силвия в 2000-х годах. Его априезальная, то есть оценочная модель объясняет, почему один и тот же стимул может вызвать интерес у одного человека и безразличие или тревогу у другого. По Силвии интерес возникает, когда одновременно выполняются два условия. Первое – оценка новизны сложности. Человек должен воспринять стимул как что-то новое, сложное, непонятное или неожиданное. То есть это что-то, чего я не знаю или не понимаю. Второе – оценка потенциала совладания. Человек должен верить, что он способен разобраться в этом стимуле, что у него есть ресурсы, знания, навыки, время, чтобы понять это новое и сложное. То есть «я могу с этим справиться». Оба условия необходимы. Если выполнено только первое, возникает замешательство или тревога. Человек видит что-то непонятное и чувствует, что не может это понять. Это неприятно, хочется отвернуться. Если выполнено только второе, возникает скука. Человек уверен, что может справиться с задачей, но задача слишком простая, в ней нет ничего нового, зачем тратить время? Интерес требует обоих условий одновременно – и новизны, и уверенности в своих силах. Эта модель объясняет очень многое и в дизайне видеоигр, и в дизайне настольных ролевых. Почему хардкорные игры с крутой кривой обучения отпугивают новичков? Не потому, что они сложные, а потому что новичок не верит в свой потенциал совладания. Он видит сложность, но не видит пути к ее преодолению. Первое условие выполнено, а второе нет. Результат – фрустрация и уход из игры. Почему опытные игроки скучают на легких уровнях? Потому что для них нарушено первое условие. Они не воспринимают происходящее как новое или сложное. Все понятно, все уже видели. Второе условие выполнено с избытком, первое нет. Результат – скука. Почему работает хороший онбординг? Потому что он строит потенциал совладания. Он не просто объясняет механики, он убеждает игрока, что тот способен справиться. Маленькие победы в начале – это не просто обучение, это формирование уверенности в своих силах. Для настольных ролевых игр это особенно актуально. Сложный сеттинг с глубоким лором – это высокая новизна и сложность. Если вы просто вываливаете на игроков 5 книг правил и говорите «разберетесь», вы убиваете их потенциал совладания. Они не будут заинтересованы, они будут подавлены. Нужно строить уверенность постепенно. Вот ключевой практический вывод из модели Силвии.
калибруйте сложность под аудиторию. Одна и та же информация может вызвать интерес у эксперта и тревогу у новичка. Не потому, что информация плохая, а потому, что у них разный потенциал совладания. Когда вы проектируете игру или готовите сессию, задайте себе вопрос: для кого это? Каков уровень подготовки моей аудитории? Во что они верят относительно своих способностей? Новичкам нужно больше поддержки. Не упрощение контента, а именно поддержки. Подсказок, постепенного введения в тему, маленьких побед, которые строят уверенность. Экспертам нужно больше вызова. Не просто больше информации, а именно вызова. Задач, которые заставят их работать на пределе своих способностей. И еще один момент. Потенциал совладания – это не объективная оценка способностей, это субъективная вера в свои способности. Человек может быть объективно способен справиться с задачей, но не верить в это, и интерес не возникнет. Поэтому дизайн должен работать не только с реальной сложностью, но и с восприятием этой сложности. Последняя теоретическая модель, которую мы рассмотрим, это теория потока Михая Чиксентмихайи. Вы наверняка слышали о состоянии потока, это одна из самых популярных концепций в геймдизайне. Но мало кто понимает, как поток связан с интересом. Чиксентмихайи описал поток как состояние полной поглощенности деятельностью. Когда вы в потоке, вы забываете о времени, забываете о себе, все ваше внимание сконцентрировано на том, что вы делаете. Это состояние глубокого удовлетворения, которое возникает не от результата, а от самого процесса. Условия потока хорошо изучены, ясные цели, немедленная обратная связь, баланс сложности задачи и ваших навыков. Если задача слишком легкая – скука, слишком сложная – тревога, в оптимальной зоне – поток. Заметили параллель? Это практически та же самая структура, что и у интереса. Кривая Вунта-Берлайна, модель Силви, все указывает на тот же оптимум между слишком простым и слишком сложным. Связь между интересом и потоком такая. Интерес – это эмоция, которая ведет к потоку и поддерживает его. Представьте это как систему входа. Чтобы войти в поток, нужно начать деятельность и погрузиться в нее. Но что заставляет нас начать? Что заставляет нас погружаться глубже, а не отвлекаться на другие вещи? Интерес. Интерес – это эмоциональный крючок, который захватывает внимание и тянет его к объекту. Без интереса мы просто не будем достаточно долго заниматься чем-то, чтобы войти в поток. Мы отвлечемся, переключимся на что-то другое, потеряем концентрацию. Но есть важное различие. Интерес – эмоция, которая может быть краткой. Вспышка интереса может длиться секунды. Поток – это состояние, которое требует времени для входа. Обычно говорят о 15-20 минутах минимум. Интерес может возникать и гаснуть много раз за игровую сессию. Поток – более стабильная конструкция, в которой человек находится, пока не будет прерван. Для практики это означает вот что. Нужны и крючки интереса, и условия для потока. Это разные инструменты для разных задач. Крючки интереса – это то, что захватывает внимание, создает желание узнать больше, тянет игрока вперед. Информационные пробелы, намеки на тайны, неразрешенные вопросы, интригующие персонажи, неожиданные события – короткие, острые стимулы, которые работают здесь и сейчас. Условия для потока – это ясность целей, понятность правил, немедленная обратная связь о результатах действия, отсутствие отвлекающих факторов и правильный баланс сложности. Это не стимулы. Это среда, в которой происходит деятельность. Игра может быть полна интересных крючков, но не создавать потока, если постоянно отвлекает, прерывает, заставляет ждать или дает непонятную обратную связь. И наоборот, игра может создавать идеальные условия для потока, но не иметь крючков. Тогда игрок никогда не погрузится достаточно глубоко, чтобы эти условия заработали. Лучшие игры делают и то, и другое. Крючки затягивают, условия удерживают. Давайте соберем все это вместе. Интерес – это базовая эмоция, которая так же фундаментальна, как страх или радость.
Мы рождаемся со способностью испытывать интерес. Это не приобретенный навык и не культурный конструкт. Эволюционно интерес возник для мотивации исследовательского поведения. Он заставляет нас собирать информацию впрок без немедленной практической пользы. Это сделало возможным накопление знаний и развитие культуры. Интерес запускается определенным балансом новизны и понятности, кривая Вунта-Берлайна. Слишком просто – скучно, слишком сложно – тревожно, посередине – интересно. Для интереса нужен информационный пробел, ощущение, что есть что-то, чего вы не знаете, но можете узнать. Тайна должна быть видимой и достижимой. И, наконец, интерес требует веры в собственные силы. Человек должен не только видеть сложность, но и верить, что способен с ней справиться. Это модель Силвии. И она объясняет, почему одно и то же вызывает интерес у одних и отторжение у других. Из всего этого вытекают 3 практических принципа, которые я предлагаю запомнить. Первый. Показывай, прежде чем скрывать. Интерес к тайне требует знания о том, что тайна существует. Прежде чем что-то прятать, убедитесь, что игрок знает, здесь есть что искать. Намеки, следы, упоминания – все это создает информационный пробел. Без этого ваш секретный контент просто не существует для игрока. Второй – калибруйте сложность под аудиторию. Помните, что золотая зона интереса у разных людей находится в разных местах. То, что захватывает эксперта, может сломать новичка. То, что вовлекает новичка, может усыпить эксперта. Знайте свою аудиторию. Проектируйте для нее. Третий – интерес – это не то же самое, что удовольствие. Игрок может быть одновременно заинтересован и фрустрирован. Это нормально и даже полезно. Фрустрация от нерешенной задачи может усиливать интерес, если игрок верит, что задача решаема. Не избегайте дискомфорта полностью. Избегайте только того дискомфорта, который убивает веру в успех. И последнее. Все, что я рассказал сегодня, это не магические формулы, которые гарантируют успех, это модели, которые помогают думать о том, что вы делаете определенным образом. Когда вы проектируете игру или готовите сессию и чувствуете, что что-то не работает, что не хватает вовлечения, теперь у вас есть инструменты для диагностики. Спросите себя, есть ли здесь информационный пробел, достаточно ли новизны, но не слишком ли много. Верят ли игроки в свою способность справиться? Интерес – это не случайность и не вкусовщина. Это механизм, который можно понять и с которым можно работать осознанно. Надеюсь, этот материал дал вам для этого достаточно инструментов.